In this crazy episode of adventure in India, you will see. I'm walking first time in the India, like alone. So I didn't find a vaccination point, and I hope I'll find it tomorrow. Not filming all the time because I'm scared that they will take my camera. And now we went to the doctor, to the hospital. It was very big procedure and painful. Видишь, если мы пошли в дистрикт, нам бы тоже ничего не сказали. We have like medical свидетельства, testament. Что ж, только что я предпринял попытку провакцинироваться в Индии, там обезьянки, которая ни к чему не привела, но... Вакцину, к слову, мы искали от японского энцефалита. Сезонное заболевание, распространенное в сельских регионах Азии, распространяющееся комарами во время летних и осенних сезонов. Заболевание похоже на клещевой энцефалит и малоприятно, однако в Европе не встречается, поэтому вакцина от него не распространена, чтобы сделать ее заранее. Во Франции, к слову, вакцинация стоит 600 евро, тогда как в Индии всего лишь около 10. Однако, как мы позже узнаем, получить ее практически нереально, несмотря на то, что в интернете пишут, что делают ее часто, в особенности детям. Я пришел в какую-то большую государственную больницу, где живут куча обезьян, а также непонятно чего, куча отделов, ничего не понятно. И прихожу, один говорят идти в другой, в другой говорят идти в другое место. Хаос. И сказали, что завтра прийти надо. Но куда? Вопрос хороший. Вот я и веду примерно по этой улице, куда нужно прийти будет завтра. Пытаюсь найти то, куда мне надо прийти. Потому что не очень понятно. Ребята не очень разговаривают по-английски. Ну что ж, будем надеяться, что найду. That smell. They're pissing everywhere. And now I'm going on the left side. There is a red fort. Something interesting, I guess, is like used for protection. So I didn't find a vaccination point, and I hope I'll find it tomorrow. But because the different people say different things, and so now I'm walking first time in the India, like alone, without backpack, of course. But still, I'm a bit scared that they will steal my camera, so I'm not filming every time, but I try my best. Well, this is totally chaotic. It's like a trash. Мы сейчас находимся в Индии, поскольку Индия славится своим аутентичным образом жизни, мне необходимо ввести новую таблицу измерения событий, которые будут происходить с нами в Индии. Она будет называться тупо трэш. Вы можете скачать, если вам по какой-то причине нужна информация по этой таблице измерения более подробная, можете скачать по ссылке в описании PDF-файл и для своего собственного использования также. Эта таблица будет работать по принципу типа, условного уровня и перцептивной оценки происходящего. Поскольку описанная утилита будет использоваться в дальнейшем, вы также можете более подробно ознакомиться с ней по ссылке в описании. В общих чертах это метрический прибор, тупо трэш, разработанный компанией Vertlog и Co. Используется для объективной оценки субъективных переживаний использующего. Работает по принципу шкалы, от негативного числа к положительному. Если набирается много негативных переживаний, то следовательно оценочный вердикт тупо трэш, либо дно пробито в критических обстоятельствах. Если объект оценки обладает множеством положительных качеств, то оно может быть оценено как нечеток или как прекрасное далеко, что говорит о пригодности объекта
в данном случае страны, например, Индия, к посещению и путешествию. В дальнейшем, если вы будете видеть эту шкалу в видео, она будет означать, что что-то либо очень понравилось субъекту повествования, либо совсем не понравилось. This PDF file at the scale is also available in English. Гуляем по парку. А вот там впереди куча обезьян. А вон там павлин. Фух, тут спокойно, конечно, в парке. Но куча 7-8 обезьян напрягают немного на моем пути. Так, в правилах сказано не смотреть им в глаза, не за зрительный контакт, не показывать ничего на них и не снимать. Попробуй их заснять. Ладно, пока у меня нет камеру, я сваливаю отсюда. And now we can understand why there is a lot of monkeys, because those trees and those lianas are pretty nice to be on them. Even for me. I would like to have my own liana. Да, обезьяна. Фух, кажется, пронесло. Я спасен. Обезьяны на меня не напали, они отжали у меня камеру, и можно продолжать двигаться дальше по пустынному парку. Достаточно не то что любопытно, но занимательно, что, учитывая, сколько людей в Индии, вот сейчас, например, когда я шел, просто миллиард людей, there is a lot of people on the streets and on the market, there is just traffic jam from people, motorbikes, rickshaws and cars, and it's like a mess. It's a big mess. And now here in the park, where actually everything is relatively calm, there is little squirrels and parrots, if you can see them. So in the park, where is everything relatively calm. Actually, there is also a lot of eagles in India and other birds, not like in Europe. You see, those are cool. And there's the squirrels. And yesterday we found a lizard in our room. It's better than to find a rat, because lizard, I guess they eating the mosquitoes and other insects, which is not so cool here. So anyway, like, it's interesting that this park is empty. There is no person at all. Just some couples like that. But anyway, all India is so crowded, and I guess they're just working and have no time for relaxing, no time for chill, and they don't need the parks. They need just giant suburbs. So first, to get a receipt for vaccination, you need to get a number for doctor's office. For this, you need to stand in a huge line. Cost 1 rupee per person. It's about 0 cents. Nothing is clear, but it's very interesting. Boys in a line for the boys and girls for the girls. Everyone is yelling and jumping in line. You stand there and hope that something will happen. Fortunately, our white faces made themselves known, and we were given a whole personal intern who accompanied us everywhere. We were also transferred to a special queue, where we tried to speak English and fill out a form. It was not without difficulty that we succeeded. The intern and I started walking from office to office. Then he was replaced by another intern. I must say that if no one had helped us, we would never have come anywhere at all. Since we also found the reception with the help of the random doctor who went out for a smoke and dropped us off there on a motorcycle. Inside the hospital there are about 50 people in each room, and they form a blurry queue, seeing which you lose all hope.
But since we were with an intern, he bravely jumped in line and helped us to get a doctor's audience. This is how we get to our doctor, whom you may see now. Let's try to figure out what we see in this picture. This is the office of the treating doctor, or better yet, doctors. There are 4 of them here. They receive patients on an express basis, allocating from 3 to 10 minutes for each person. One doctor measures blood pressure, another prescribes medications, a third looks at X-rays. At least that we saw while we were there. It looks quite curious and surreal, as the patients are placed one after another in a matter of minutes. Doctors kick them off like annoying taxi drivers, but the queue outside does not decrease. This is an endless stream of sick people trying to get a little medical attention, like kittens. They are fighting for their mother's milk, and we are among them. Может, ты снимешь, как я что-то обговорю, пока идем? So now we went to the doctor, to the hospital. It was very big procedure and painful, but with the help of our random Indian people and interns and just some accidentally, we have like medical свидетельство, testament that there is no vaccination in this city, and we need to go to another city to do the vaccination. But we don't know what is it written here. I don't know this city. Gorkpur. We will find it. Yes. Gorkpur. So it cost us. Actually, it's free. The consultation was free. There was a lot of people. You will see them in the records. It's a little bit chaotic, but it's interesting that medicine in India is free. We paid only 2 rupees for 2 papers to go to a visit. It's like 0 cents or no, zero something. Yes. Very good. That's a house, that's a house, that's a house. У меня просто хорошее настроение, то что мы узнали про вакцину. Мы знали, что мы не можем ее сделать. Да, ну по крайней мере это знание. И теперь как бы эта тема закрыта на некоторое время. А не то, что в каждом городе нужно думать, что надо вакцинироваться. Спрашиваешь у индуса, как вакцинироваться. Они такие, ой-ля-ля, мы не знаем. И советуют какую-то дичь. Осторожно. И советуют дичь. А тут как бы теперь это все пока что. Пожалуйста, расскажите о своих чувствах, которые вы чувствуете сейчас. Что ж, ну, я наконец-то могу отдохнуть. Я очень устала, и теперь я прекрасно сижу в этом замечательном месте. Это 2-й этаж очень маленькой кафешечки. Вот, и вроде как здесь можно не отравиться. И здесь не так шумно, и не так душно, не так пахнет. И, в общем, вид хороший. И плюс ко всему тому мы смогли снять деньги, потому что все банкоматы, отмеченные на Google картах, не работали. И один, который наш совершенно случайно был не отмечен. И мы сняли денежки, и мы не остались здесь бомжичками, потому что без денежек тяжеловато. Но, конечно, мы белые европейцы, и нам бы сделали какие-то снисхождения, но так лучше. И это в дополнение от того, что мы проторчали некоторое время в госпитале, пытаясь сделать прививочку и не сделали, но узнали информацию, а также мы не выспались.
Да, в Индии мы хотим колы попить, потому что говорят, что кола помогает от несварения всякого такого тяжелой пищи. Вот. Но мы не могли ее найти, так же, как и деньги в банкомате, потому что везде есть холодильники, на которых написано Кока-Кола, но внутри Кока-Колы нету, там только индийское вот это собственное производство напиточки, которые соленые, Б нету. Там они соленые, специально сделанные под индийскую еду, чтобы помогать пищеварению, справиться с тяжелой пищей. Они такие гадкие, что их очень невкусно пить. Но можно. Если прям плохо, надо покупать эти маленькие баночки. Там соленая водичка, и она противная, как будто тухлые яйца пьешь соленые, но помогает. Именно так. К слову, солеными какими яйцами? Тухлыми яйцами тут много чего пахнет, и это один из запахов в Индии на самом деле.